похоже на Долориан. Есть такое. Тогда, может, изменим? Почему? Потому что только умалишенный будет делать Долориан из седана. Тем более из такого. Звучит как вызов. Итак, вот из этого куска говна мы будем делать свой проект. Скажите пару слов. Минус 10. Штаны обязательно надо. Все это разбирать. Снимай все. Так. Нажми тормоза. Охренеть, она еще работает. Запускается почти с полтычка. Сколько она лет 7 стояла? А, подожди, какой 7? Ну да, наверное, даже больше чуть-чуть. Ну круто, хули. Блин, тут пришли за папиросами у меня. Вот видите номер МММ? Вкладывайте в него деньги, в этот проект. Он вас точно не подведет. Так, ну что, грубо говоря, первая поездочка. Классно-то как тут все. Ага, очень классно. Приборы почти светятся. Ух, понеслась уже, блядь, страшно. В таком корыте я давненько не ездил. Подвесочка такая хорошая была в 91-м году. Это же корыто, ёб твою мать, как люди ездят на них. Клевое состояние упасть. Да, она еще и могет. Ну все, влюбился. Продавай свою Volvo и покупай себе это. О, коробка воет, заебись. Да, коробка воет, это нормально. Кардан воет, тоже заебись, это нормально. Резина охуенная здесь. Машина бодрая, на 4-й передаче забираемся в горку. Опа! Пальчики стучат, детонация, ребята. Ты быстро на ней не едь, блядь, она убитая вся. Ну да, это круто. Я не хочу тоже быть убитым. Это нам кажется, что много, на самом деле очень мало, мы 40 км в час едем. Мы сейчас ехали 60, а в этом ведре, у которого даже дна нету, блядь, это пиздец. Это кажется будто 160. Да? Вот, ну мы доехали до Садов, это уже хороший показатель. Хватит ли у нас там бензина, конечно? Бенза хватит. Я не думаю, что она жрет как сумасшедшая. Ну она шлифует, да будь здоров, ну только, видишь, она шлифует, блядь. Колеса ебаные. Надо колпачки поменять, мотор нормальный. Это все бред, что там кольца залегли, вот она так, блядь, дымит. Сейчас-то она не дымит, я не вижу, чтобы она дымила. Ну и вот, да. Не, ну вот честно, лучше бы я на ней ездил, чем на автобусе. Ну да. Нет, так в ней тепло, заметил? Очень тепло уже стало. Машина огонь на самом деле. На самом деле она очень старая. Она стояла в гараже лет 8, наверное, да, столько? 7. Ну вот на той пятерке тоже так она подвывала. Да здесь видишь, как бы, мне кажется, в мосту сзади тоже все, блядь, уже говном покрылось. Ну, что? Вот сейчас прокатились то, что... Да. Термостат открылся, все горяченькое, все работает. Нет, так печка-то реально работает. Да, радиатор, видать, уже меняли. Ага, видно. Блок монтажный нового образца. Это уже плюс. Что еще тут можно отметить? В принципе, ну мотор, ну там вот масло-то есть, где-то, видимо, капало все-таки было, блин. С этой стороны посмотри. С этой все сухонькое, вон, видишь? Ничего там такого нет. Мне кажется, мотор менять не надо, ему надо просто это... Да он уже просрался, мотором не дымит. Его надо это, колпачки будут поменять обязательно. А больше, мне кажется, здесь нихуя не надо.
Если честно, я думал, что она так не поедет, хули. Прям отзывчивая педалька. Никто не думал, что она так поедет, но она, видишь, подобрать климат. Если кому нужны эти номера, звоните, пишите в комментариях. 599 тысяч стоит. И 96 копеек. Да он шутит. Зима уже. Короче, машину разрезал у нас от человечек. Получилось здесь ни дна, ни хрена нету. То есть получается все это уберется как бы и будет. В принципе, пока все. Ну, сниму, покажу, что тут. В общем, все наши ожидания не оправдались, и было принято решение отправить семерку в металлолом, а Делариан пилить из моего старого Сирокко. Чуть жаль авто, конечно, но, во-первых, двигатель у нее мощнее, и не надо городить огород, перекидывая мотор назад, ставя на семерочный двиг КПП от Москвича. Да, и такая у нас есть. Что то херня, что это херня. Во-вторых, Сирокко не гнилая. Она стоит годами, и с ней ничего не делается. В-третьих, она в 1,5 раза легче 0,7 гнилой ебанины. В-четвертых, короче, одни плюсы. Вот есть у нас такой автомобиль. Volkswagen Sirocco называется. 86-го года. Когда-то он уже ездил. Можно сказать, что это моя первая машина. Она претерпела аж 2 рестайлинга и 1 капиталку двигателя. У меня она очень давно, около 20 лет, и ни разу не подводила. Да, можно сказать, что у этого автомобиля есть душа, и у нее начинается новая жизнь. Последние разы мы ездили на ней на съемки 2-й серии Зоны 66. Это около 5 лет назад. Эти кадры как раз с тех времен. После того, как КПП мы успешно успокоили, машина отправилась в огород на ПМЖ. Но не навечно, как выяснилось. Да, туда собирал взгляды людей. Но теперь он стоит. Уже много лет. Наверное, лет 5, да? У нас сломалась коробка. Вы можете видеть, здесь на дифференциале не хватает зубов. Все поелось. Главная пара ни к черту, ее нужно выбрасывать и ставить другую. Есть другая коробка от Volkswagen Polo. В принципе, дифференциал и главная пара на нем должны быть идентичны. Вот этот венец должен там стоять. Вот задача в том, чтобы поменять, разобрать одну, собрать другую из нее и в конце концов уже запустить автомобиль, чтобы он ездил и можно было заниматься кузовщиной. Вот этим сейчас и займемся. За что получил 95 миллионов премии глава Почты России? Объясните мне, пожалуйста. Мы с железным дровосеком пока продолжать не можем, потому что Почта России просрала 2 наших посылки. В очередной раз. В очередной раз. Сколько уже идут, получается? Больше месяца. Больше месяца. Платная, блядь, доставка, получается. И ни хрена нету. И вот из чего делать? А постоянно спрашивают, почему вы не делаете, как бы, что у вас так все долго происходит? Да потому что ты, блядь, платишь деньги свои, как бы, заказываешь детали, и вот они идут в Почту России. А другая компания не доставляет, потому что конкуренция такая. Спасибо вам большое, как бы. Давайте Карваол еще через нас будем заказывать. И Валидол. Идеально будет. Прошу дальше. Собственно, поэтому пока железный дровосек, конечно, в долгий ящик он не откладывается, потихонечку я, конечно, с ним ковыряюсь, но продолжить пока я ничего не могу сделать. Вот решили откопать машину и заняться ей. Вот разобранная коробка от Volkswagen Polo 1.6. Коробка не такая, конечно же. Совершенно другой колокол, совершенно другой механизм выбора передач, другие валы, но самое что интересное. Короче, коробка с Sirocco 86-го года. Ты не меня снимай, коробку снимай. Получается 6 дифференциала. Зубья сточны. То есть их сожрало как бы. Крутить не хочу обратно. Здесь разбито, тут разбито. Сам-то напильник, уйди из кадра. Получается вот. Я забыл, как эта штука опять называется. Короче, она вся вот убита. Что у нас получилось? Думали, что получится ее восстановить как бы. Сняли коробку с Volkswagen
какого-то там. Ну, короче, коробка получается... Volkswagen Polo. Поло, да, поло старенький, да, какой-то там еще древнющий. Коробка получается как у Шкода. Вот это говно. Но, к сожалению, там шестерня оказывается, ну, меньше. То есть не получилось. То есть все остальное одинаковое. Вот она, кстати. Невооруженным взглядом можно увидеть, что шестерня дифференциала Да. меньше. Невооруженный Хотя взгляд в у нас. интернете написано и указано, что они должны быть одинаковые. Ну, то есть получается меньше, больше. Не подошло. Что мы сделали сегодня? Сегодня... Главная пара. Да нахрена ты главную Надо. пару? Главная пара тоже не подходит. Здесь главная пара шестерня намного крупнее, чем главная пара на 1.6 этот Volkswagen Polo Classic. Так уже понятно, что Volkswagen Polo Classic уже не подходит. Я тебе говорю, все. Эта красота мы ее убираем, отставляем, она ненужная. Можешь отправить куда-нибудь там бабушке на пирожки. Что сегодня, получается, сделали? Вот Олег как бы нашел информацию, что на Сироко подойдет коробка от Cherry Amulet. То есть китайцы пизданули, получается, коробку. Мы сегодня съездили, вот, пожалуйста, вот он, Карабас. Тоже, на самом деле, какой-то он там варено, какой-то, блин, уже замазанный. Понятия не работает или нет, но деньги уже отдали. В любом случае, я уверен, что из двух вот этих вот агрегатов хотя бы один рабочий-то мы сделаем. Ну, остальное будет уже видно. Всегда китайцы делают говно. Собственно, никто в этом не сомневался. Стопорная шайба, которая держит одну полуось дифференциала, развалилась прямо внутри, закусила зубы дифференциала. В общем, коробка проворачивается полоборота и встает колом. Но только китайцы так могут сделать. Вот им даже запчасти нормальные дашь, потому что запчасти это, скорее всего, производство Германии. Они и то собрать нормально не могут. Вот стопор пятой передачи и механизм течения передач. Замечательно стопорится. Что, пришлось разбирать коробку. Шестерня-то аж синяя, она перекаленная, видимо. То ли без масла ездили, то ли херок знает, что они тут делали. Снимаются перекаленные шестерни. Я надеюсь, у нас ничего не хрустнет, пока мы это крутим. Ну, вроде идет пока. Да, что-то ебальник не отлетел. А что должно в ебальник отлететь? Что-нибудь. Ну, пошла, бля. Главное, чтобы она не лопнула сама по себе. Потому что почему-то с каждым разом все туже и туже становится. И легче от этого не пошло. Ну, кажется, что легче пошла, блядь. Как мы обратно-то ее будем всовывать? Так же. Вот же мразота. Даже целые зубчики. Да, даже. Снимали уже, и это не мы наделали, это было уже. Не снимай, это позорно. У людей, которые занимаются ремонтом автомобилей, ни хрена нет инструментов. Видите, как умники сделали? Потеряли стопорное кольцо. И чтобы голову не ебать, они взяли и приварили просто к валу, и все. Как менять сальники теперь? Вот есть мозги у людей? Технология, блядь, хуйни. Что, тут это пойдет, нет? Сделают же, блядь. Сделают же, блядь. Так, блин, оно же не предназначено на каждый день разбирать. Так-то машине-то лет-то хер знает сколько. О, лежит тварь. Саморазбирается китайская машина.
Вот она, китайская коробка, которую мы купили. В принципе, все. Отмыли, собрали, перебрали. Из двух собрали одну. Осталось ее поставить на автомобиль. Но чтобы ее поставить на автомобиль, его сначала нужно откопать, снег убрать, всякие матрасы, все это дело выбросить и идти ставить карабас на место.